Независимо от выбранного вами пути к богатству и изобилию, стать инвестором, специалистом в области недвижимости, директором или предпринимателем, вам необходимо иметь правильное мышление. Это видео – краткое изложение 5 ключевых идей из книги «Думай и богатей» Наполеона Хилла. Согласно закону вероятностей, некоторым людям удается обрести богатство, не следуя советам, которые вы найдете в этом видео, но полагаться на то, что жизнь подарит вам такой шанс, вместо того, чтобы взять ответственность за свои действия и мысли. Это, в лучшем случае, ошибочный план. Давайте рассмотрим, как возможно оптимизировать свои шансы на успех и привлечение изобилия в свою жизнь. Если вы не побеждаете себя, вы будете побеждены самим собой. Действительно, мысли имеют силу, и она огромна, когда они смешиваются с определенностью и ясностью цели, настойчивостью и пылким желанием превратить их в богатство. Это основная идея книги «Думай и богатей». Вы даже можете понять это по названию. Если вы не видите богатства в своих мыслях, как вы можете ожидать увидеть его на своих банковских счетах? Все достижения и заработанные богатства начинаются с идеи. Каждый великий лидер, когда-либо существовавший, был мечтателем. Как вы думаете, как большинство великих людей добились успеха? Все началось с идеи. У вас есть способность контролировать свой разум, потому что вы можете питать его теми мыслями, которые сами выбираете. Это невероятно мощно. Мысль, подкрепленная сильным желанием, имеет тенденцию превращаться в свой физический эквивалент. Если вы не посеете нужные вам мысли в свой подсознательный разум намеренно, он не останется бездействующим, и тогда он примет другие мысли, которые случайно до него дойдут. Еще раз, не оставляйте это на волю случая. Если вы не сможете контролировать свой разум, вы можете быть уверены, что не сможете контролировать ничего другого. Итак, основной вывод номер 1 – важно то, что вы думаете. Давным-давно великий воин столкнулся с гораздо более сильным противником. Когда армии воина прибыли на территорию врага, он приказал сжечь все корабли за собой на берегу. Они были в значительном меньшинстве по сравнению с врагом, но теперь у них не было выбора, кроме как победить. И они победили. Если опросить 100 человек, что они хотят в жизни, они, вероятно, не смогут ответить. Однако, если вы им подскажете, они упомянут некоторые из своих желаний, возможно, деньги, славу или безопасность. Но Вселенная не реагирует на нечетко выраженные желания. Она реагирует на пылающее желание, реализуемое через определенные планы и постоянную настойчивость. Похоже, Бог поддерживает того человека, который точно знает, чего он хочет, если он решит получить именно это. Что касается желания, я не могу вам помочь, но поймите, что вам необходимо это, чтобы добиться успеха. Если вы хотите достичь чего-то большего, будьте уверены, что можете привязать горящее желание к возможному результату вашего усилия. Давайте предположим, что этим результатом являются, допустим, деньги. Вот метод из 6 шагов по превращению этого желания в его материальный аналог. Первое. Определите конкретную сумму в своем уме. Второе. Точно определите, что вы собираетесь отдать взамен. Третье. Установите определенную дату для достижения цели. Четвертое. Разработайте конкретный план и немедленно начните его осуществление. Пятое. Запишите 4 предыдущих шага в форме утверждения. Шестое. Читайте это вслух, дважды в день, желательно утром и перед сном. Последний шаг называется самовнушением. Было ли такое, что вы когда-нибудь приукрашивали историю или говорили ложь до тех пор, пока сами не начали верить в нее? Это в точности то же самое,
но целью является создание веры внутри вас, что ваше желание однажды сбудется. Итак, второй вывод. Вы должны гореть своим желанием. Ребята, у меня есть новая идея. Мы должны заменить наши текущие 4-цилиндровые двигатели 8-цилиндровыми, причем они должны быть отлиты в одном блоке, и тогда мы победим конкурентов с легкостью. Извините, мистер Форд, но это невозможно. Производите его все равно. Но, сэр, это невозможно. Продолжайте и работайте над этим до результата, сколько бы времени на это не потребовалось. Сэр, мы работали день и ночь, но, как мы сказали, это невозможно. Это не так, продолжайте. Извините, мистер Форд, мы не нашли способа. Продолжайте делать. Я хочу это и получу. Какой в этом смысл? Этот человек явно не знает, когда он побежден. Лучше давайте дадим ему то, что он хочет. Мы нашли способ, как это сделать, сэр. Никто не бывает побежденным, пока не примет это как реальность. Настойчивость – это все, в любой сфере жизни, где вы хотите процветать. Наполеон Хилл говорит, слово «настойчивость» может и не обладать героическим оттенком, но это качество, как углерод для стали, характер мужчины. Когда кто-то вырабатывает привычку к настойчивости, он обеспечивает себя защитой от неудачи. Помните, что не существует ничего безвозмездно. Иногда может показаться, что другие люди добиваются успеха, не заплатив за это цену, но это, вероятно, не так. Даже если некоторые люди хотели бы так это представить. Трава не всегда зеленее по ту сторону. Придерживайтесь своего плана и побеждайте. Трус никогда не побеждает, а победитель никогда не сдается. Вывод номер 3. Станьте неудержимой силой. Сексуальная энергия. Да, вы не ошиблись. По словам Наполеона Хилла, 5 самых сильных стимулов, известных человеку, включают дружба, музыка, огромное желание богатства, любовь и секс. Желание секса – самое мощное из всех человеческих желаний. Это желание настолько сильно, что, говорят, Троянская война началась из-за него. Посмотрите, что происходит с любым животным после кастрации, и вы увидите, что происходит, когда сексуальная энергия удаляется из существа. Все люди, достигшие высочайших достижений, имели высокоразвитую сексуальную природу. Перевод сексуальной энергии в творческую в других начинаниях является основным источником гения. Энергия должна быть преобразована из желания физического контакта в другую форму желания и действия, прежде чем она поднимет человека на уровень гения. Далеко не все становятся гениями из-за сильного желания секса. Большинство людей понижают себя из-за непонимания и неправильного использования этой великой силы до уровня низших животных. Есть причина, почему большинство мужчин не достигают многого до 40 лет. И это не только потому, что они не становятся мудрее и увереннее в себе. Из-за соблазнов в современном обществе это, вероятно, даже сложнее осуществить сегодня, чем было, когда Наполеон Хилл написал свою книгу «Думай и богатей». Это требует большого волевого усилия, формирования новых привычек и устранения старых поведенческих шаблонов. Итак, вывод номер 4. Преобразуйте свою сексуальную энергию. Прежде чем приступить к использованию философии Наполеона Хилла, вам необходимо победить свои страхи. Вот 6 из самых распространенных и разрушительных из них. Помните, что они существуют только в вашем уме, и вы имеете способность контролировать их, если захотите и если будете достаточно практиковаться. Первое. Страх бедности. Одним из общих симптомов этого страха является равнодушие к деньгам, выраженное в отсутствии амбиций. Ваш ум не может сосредоточиться на том, как стать богатым, если постоянно беспокоится о том, как обеспечить себя едой. Прежде всего, вам следует решительно принять, что любой результат, который вы сможете достичь, будет достаточным, если вы приложите все усилия. Второе. Страх критики.
Этот страх характеризуется нервозностью в присутствии других и уничтожает инициативу. Чтобы победить его, вам нужно перестать беспокоиться о том, что думают или говорят другие люди. Позвольте себе быть иногда немного странным. Третье. Страх болезни. Один из общих симптомов – привычка притворяться больным для оправдания лени. Чтобы это прекратить, вам нужно забыть о симптомах и особенно перестать искать их. Любой симптом может быть смертельным, если вы начнете гуглить его. Четвертое. Страх потери любви. Ревность является обычным признаком этого страха. Примите решение, что вы сможете обходиться без любви, если это необходимо. И если вы сейчас одиноки, используйте это время, чтобы создать жизнь, в которой научитесь ценить жизнь в одиночестве. Затем все, что идет за этим, будет просто бонусом. Пятое. Страх старости. Извинительное упоминание о своем возрасте характерно для страха старости. Преодолейте этот страх, принимая старение не как недостаток, а как благословение. Ведь у вас есть возможность стать намного мудрее и обладать лучшим самоконтролем, чем в молодости. Шестое. Страх смерти. Обычным симптомом является привычка думать о смерти, вместо того, чтобы жить полной жизнью. Причина, по которой вы должны победить этот страх, должна быть очевидной. Я не могу представить, как кто-то, кто беспокоится об адском огне или о том, что придется провести вечность в ночной рубашке, может быть счастливым. Бесконечный сон неизбежен. Научитесь принимать это. В общем, победите эти страхи, сделав вывод, что ничто из того, что предлагает жизнь, не стоит постоянного беспокойства. Итак, давайте быстро подведем итоги. Важно то, что вы думаете. Похоже, что Бог переходит на сторону человека, который точно знает, чего он хочет, если он решительно настроен достичь именно этого. Трус никогда не побеждает, а победитель никогда не сдается. Сексуальное желание – самое мощное из всех человеческих желаний. Используйте его энергию в свою пользу. Прежде чем достичь великих высот, вам необходимо победить свои страхи. Друзья, мы также рекомендуем вам ознакомиться с нашим плейлистом обязательно к просмотру. В нем вы сможете найти необыкновенно ценную информацию, которая точно станет вашим помощником на пути к успеху.